Археология полна загадок, но некоторые находки просто поражают воображение. Одним из самых загадочных артефактов считаются так называемые дисковые артефакты из древнего Кецалькоатля, региона, который когда-то был центром цивилизации ацтеков. Эти плоские металлические диски, покрытые странными символами, были обнаружены в 20 веке и до сих пор не поддаются точной интерпретации. Некоторые исследователи предполагают, что эти диски могли служить местами для проведения ритуалов, в то время как другие считают, что они имели астрономическое значение. Не менее таинственными являются бусы из кристаллов, найденные в древних могилах по всему миру. Эти кристаллы, сделанные из кварца, обладают удивительной прозрачностью и отражают свет так, что создается ощущение, будто они светятся изнутри. Археологи не могут объяснить, как древние цивилизации могли создавать такие сложные изделия, учитывая уровень технологий того времени. Многие из этих бус не имеют аналогов, и их функции по-прежнему остаются загадкой. Примечательной находкой стал генетический амулет из Южной Америки, который был вырезан из обсидиана и содержит изображение генетических структур. Это открытие заставило ученых предположить, что древние цивилизации могли обладать знаниями о генетике, которые были недоступны современным исследователям. Некоторые археологи даже высказали мнение, что эти изображения могли служить своеобразными картами для манипуляции с генами, что поднимает вопросы о том, что на самом деле знали древние люди. Другим загадочным артефактом является механический компьютер из Древней Греции, известный как антикитерский механизм. Этот сложный механизм был найден на дне моря и датируется II веком до нашей эры. Он использовался для предсказания астрономических событий и считается первым известным компьютером в истории. Ученые до сих пор изучают его конструкцию и функциональность, и его сложность вызывает восхищение даже у современных инженеров. Это открытие заставляет задуматься о высоком уровне знаний и технологий, которые имели древние греки. В африканских пещерах были обнаружены загадочные наскальные рисунки, изображающие неизвестные существа. Эти рисунки, которые датируются десятками тысяч лет, представляют собой смелые интерпретации животных, которые не существуют в современном мире. Исследователи спорят о том, что они могут означать, от ранних попыток объяснить природные явления до возможных встреч с неведомыми существами. Удивительные артефакты, найденные по всему миру, поднимают вопросы о том, какие знания и технологии были доступны древним цивилизациям. Каждый новый артефакт открывает окно в их мир, вызывая еще больше загадок. Но как только вы думаете, что разгадали одну тайну, возникает новое, и это только начало. На горизонте ждут еще более странные находки, которые, возможно, перевернут наше представление о прошлом. Некоторые археологические находки поразили ученых и исследователей до глубины души, перевернув все представления о древних цивилизациях. Вспомним, например, о так называемом вековом свитке из китайской провинции Сычуань. Этот свиток, который был найден в захоронении, содержит детали о технологиях, используемых в строительстве древних храмов, и даже о методах земледелия, которые были неизвестны на тот момент. Он был написан на давно забытом диалекте и содержит заметки о том, как древние строители использовали звезды для навигации. Ученые до сих пор распутывают его тайны, и каждый новый перевод открывает новые горизонты понимания. Не менее удивительной находкой оказался синтезированный меч в Японии, найденный в древнем кургане. Этот артефакт имеет необычную структуру и, по мнению экспертов, представляет собой сплав металлов, который был невозможен для технологии того времени. Исследования показывают, что данный меч мог быть результатом уникального процесса, который наука не может объяснить. Как древние мастера смогли создать такую технологию, остается загадкой, но сам факт его существования бросает вызов привычным представлениям о металлургии. В Египте археологи наткнулись на антигравитационные блоки, которые ранее использовались для строительства пирамид. Эти блоки, сделанные из кварца, имеют удивительно легкую структуру и не поддаются объяснению с точки зрения современных технологий. Исследователи полагают, что древние строители могли использовать некие технологии, которые были утеряны со временем, чтобы транспортировать эти массивные конструкции. Другим интересным открытием стали загадочные кристаллы в перуанских горах. Эти кристаллы обладают уникальными свойствами и, по словам ученых, могут генерировать энергетические поля. Некоторые исследователи предполагают, что эти кристаллы могли использоваться как средства для связи или даже как источники энергии в древних цивилизациях. Вокруг них возникает множество вопросов, и каждое новое исследование открывает новые возможности. Нельзя не упомянуть также о мифических артефактах из Норвегии, которые были найдены в ходе раскопок древнего поселения. Эти артефакты включают в себя предметы, которые, по мнению исследователей, могли использоваться в ритуалах, связанных с поклонением богам. Но их дизайн и материалы изготовления ставят под сомнение все существующие теории о религиозных практиках в том регионе. Разгадывание их назначения может изменить наше понимание о верованиях древних норвежцев. Каждая новая находка — это не просто артефакт, это ключ к разгадке загадок прошлого.
Они продолжают удивлять, интриговать и по сей день вызывают множество вопросов о том, какой была жизнь в древности. Одна загадка ведет к другой, и каждое новое открытие оставляет незаживающую рану на нашей истории, требуя еще больше исследований и открытий. Но это лишь предисловие к тому, что ждет нас впереди. Как будет выглядеть следующее открытие, которое перевернет все? Странные сооружения, которые были обнаружены археологами по всему миру, продолжают ставить перед исследователями сложные вопросы о их создателях. В Перу находятся загадочные линии Назка, которые представляют собой гигантские геометрические фигуры и изображения животных, видимые лишь с высоты. Эти обширные рисунки, вырезанные в земле, вызывают бурные обсуждения. Как древние культуры могли создать такие масштабные произведения искусства без современного оборудования? Некоторые исследователи предполагают, что для их создания использовались сложные астрономические знания, однако точно установить, кто их создал и зачем, до сих пор не удалось. Не менее загадочными являются мегалиты Стоунхенджа в Англии. Эти огромные каменные конструкции, расположенные в круге, датируются примерно 2000 до нашей эры и до сих пор вызывают много вопросов. Как древние люди смогли перемещать эти каменные блоки весом в несколько тонн на большие расстояния? Существует множество теорий, от астрономических обсерваторий до мест поклонения, но ни одна из них не объясняет, как именно была построена эта грандиозная структура. В Мексике археологи обнаружили еще одну загадку – пирамиды в Теотиуакане. Эти величественные сооружения, которые были возведены более 2000 лет назад, представляют собой сокровищницу истории. Однако, кто их построил и с какой целью, остается неясным. Некоторые исследователи считают, что Теотиуакан был важным религиозным центром, но до сих пор не найдено четких доказательств, подтверждающих эту гипотезу. Переходя к Ближнему Востоку, следует упомянуть о древнем городе Петра в Иордании. Это удивительное сооружение, вырезанное в красных скалах, впечатляет своей архитектурой. Древние набатеи создали здесь не только хранилище для воды, но и сложную систему каналов для орошения. Вопрос в том, каким образом они смогли достичь такого уровня инженерного мастерства, остается открытым. Не менее загадочным является комплекс сооружений в Боснии, которые некоторые исследователи называют боснийскими пирамидами. Эти структуры, скрытые под растительностью, были обнаружены в 2006 году. Возраст этих пирамид по некоторым оценкам составляет более 30 тысяч лет. Споры о том, являются ли они естественными образованиями или рукотворными, продолжаются. Археологи и геологи по-прежнему спорят о методах их создания и о том, каковы были цели их строительства. В Индии находится еще одна загадка – храмы Кхаджурахо, знаменитые своими эротическими скульптурами. Эти храмы были построены в средние века и представляют собой шедевры архитектуры. Однако вопрос о том, почему столь откровенные изображения были выбраны для оформления святых мест, остается без ответа. Каковы были религиозные или культурные мотивы их создания? В Греции на острове Крит находится дворец Кнос, который считается одним из выдающихся примеров минойской цивилизации. Этот комплекс, наполненный запутанными коридорами и лестницами, вызывает много вопросов. Каковы были функции этого здания? Служило ли оно просто резиденцией или же имело более сложное назначение? Научные исследования продолжаются, и каждая новая находка открывает дополнительные тайны. Каждое из этих сооружений является не просто артефактом, а отражением внушительных знаний и навыков, которые, возможно, были утеряны со временем. Хотя наука движется вперед и продолжает раскрывать секреты прошлого, многие вопросы остаются без ответов. Ученые и археологи продолжают искать подсказки, которые помогут разгадать эту головоломку. И кто знает, какие открытия ждут нас в будущем. Что еще может раскрыть тайны тех, кто жил до нас? Загадочные артефакты, нарушающие законы физики, продолжают удивлять ученых и исследователей своим странным происхождением и уникальными свойствами. Одним из таких артефактов является магнитный диск, найденный в Индии. Этот диск весом почти 30 фунтов, сделанный из небесного металла, обладает удивительной способностью притягивать металлические предметы с расстояния. Его происхождение остается загадкой, так как технологии, которые могли бы создать такой диск, не были известны в древности. Еще одним удивительным открытием стал антигравитационный шар, найденный в Китае. Этот артефакт, выполненный из неизвестного науке материала, способен левитировать в воздухе и при этом излучать теплый свет. Ученые не могут объяснить, как он был создан и каким образом работают его уникальные свойства. Некоторые исследователи предполагают, что этот шар мог использоваться в ритуалах древних культу, но точные функции остаются загадкой. Не менее интригующим является зеркало времени, обнаруженное в Антарктиде. Это увлекательный артефакт, вырезанный из особого кристалла, был найден в древних ледниках. Зеркало, по словам исследователей, способно отображать сцены из прошлого, что ставит под сомнение наши представления о времени и пространстве. Артефакт уже привлек внимание множества ученых, и его изучение ведется с использованием современных технологий, чтобы попытаться раскрыть его тайны. В Европе был найден стеклянный меч с удивительными свойствами.
Этот меч, созданный из прозрачного стекла, имеет такую прочность, что способен разрезать металл. Ученые задаются вопросом, как древние мастера могли создать такой артефакт, ведь технологии производства стекла того времени, казалось бы, не позволяли бы добиться подобного результата. Некоторые исследователи предполагают, что меч мог быть создан с использованием неведомых технологий. Не оставляет равнодушными и медная чаша из Месопотамии, которая, как оказалось, обладает уникальными свойствами, позволяющими отражать звук. Эта чаша была найдена в древнем храме и использовалась в ритуалах, связанных с обращением к богам. Исследования показывают, что чаша может усиливать звуки, что делает ее незаменимым инструментом для создания музыки. Как древние люди смогли достичь такого мастерства в металлургии, остается загадкой. Открытие кристаллических шаров на территории Мексики также вызвало много вопросов. Эти небольшие шары, сделанные из различных минералов, обладают способностью фокусировать и преломлять свет так, что создаются необычные оптические эффекты. Некоторые исследователи предполагают, что эти шары могли использоваться как инструменты для предсказания будущего, что вызывает интерес к их истинному назначению. Также стоит упомянуть о беспроводных батареях, найденных в Древнем Египте. Эти артефакты, представляющие собой сосуды, заполненные особыми жидкостями, могут сохранять энергию на протяжении долгого времени. Исследования показывают, что они могли использоваться для питания ритуальных устройств или даже освещения. Как древние египтяне могли создать такие технологии, остается загадкой. Каждый из этих артефактов представляет собой окно в мир, в котором существовали древние цивилизации, обладающие знаниями, которые мы едва ли можем себе представить. Эти находки продолжают вызывать интерес и удивление, порождая новые вопросы о том, что еще может скрываться под слоями Земли. И пока ученые продолжают разгадку этих загадок, мы можем лишь ожидать новых открытий, которые, возможно, изменят наше представление о прошлом. Следующее открытие может быть даже более шокирующим, чем предыдущее. Исчезнувшие культуры оставили после себя множество загадок, которые до сих пор интригуют археологов. Возьмем, к примеру, загадочную цивилизацию майя, которая обитала в Центральной Америке. Их города, такие как Тикаль и Паленки, были полны величественных пирамид и храмов, построенных с такой точностью, что их архитектура поражает воображение даже современных инженеров. Однако, несмотря на достижения в астрономии и строительстве, в конце X века эта культура исчезла. Причины их исчезновения остаются неясными. От климатических изменений до войны с соседними племенами все версии лишь подогревают интерес. Перейдем к инкам, другой великой цивилизации, которая оставила после себя множество загадок. Они создали сложную сеть дорог, протянувшуюся на тысячи миль, а их столица Куско была построена с такой точностью, что некоторые камни весом в несколько тонн были идеально подогнаны друг к другу. Эти сооружения продолжают удивлять исследователей, поскольку цивилизация инков внезапно закончилась в XVI веке, когда испанские конкистадоры пришли на эти земли. Их исчезновение оставило множество неразгаданных вопросов о том, как могла столь продвинутая культура быть побеждена. На острове Пасхи находится еще одна загадка – таинственные моаи. Эти огромные каменные статуи весом до нескольких тонн были вырезаны местными жителями, и их назначение до сих пор вызывает споры. Как они были передвинуты по острову и почему такая мощная культура оказалась на грани вымирания, когда ресурсы стали исчерпываться? Некоторые исследователи утверждают, что чрезмерная эксплуатация ресурсов сыграла решающую роль в падении этой культуры, но пока нет четких доказательств. Не стоит забывать и о картах, найденных в Месопотамии, которые указывают на существование цивилизаций, исчезнувших задолго до нашего времени. Например, шумеры, одни из первых известных культур, оставили после себя множество клинописных табличек. Их достижения в математике и астрономии были впечатляющие, но таинственное исчезновение этой цивилизации в третьем тысячелетии до нашей эры остается без объяснений. Также стоит упомянуть о хеттах, которые создали могучую империю на территории современной Турции. Их сложные социальные структуры и военные технологии позволили им контролировать огромные территории, но к началу первого тысячелетия до нашей эры их цивилизация развалилась. Ученые до сих пор не могут выяснить, что стало причиной этого краха. В Индии археологи обнаружили следы цивилизации инской культуры, которая процветала более 4000 лет назад. Города, такие как Хараппа и Мохенджо-Даро, были известны своими продуманными системами водоснабжения и канализации. Тем не менее, эта культура исчезла, и ее причины до сих пор остаются в тени. Одной из теорий является изменение климата, которое могло повлиять на сельское хозяйство. Все эти загадочные культуры оставили после себя множество артефактов и структур, которые продолжают удивлять ученых. Они открывают нам окно в мир, полный тайн и интриг, заставляя задаваться вопросами о том, как и почему эти цивилизации исчезли. Каждое новое открытие приближает нас к разгадке их таинственных судеб. Но что еще может скрывать Земля и какие открытия ждут нас впереди? Древние письмена, которые до сих пор не расшифрованы, продолжают оставаться загадкой для исследователей и археологов. Одним из самых известных примеров является линейное письмо Б, найденное на Крите.
Эта письменность использовалась в минойской культуре, но ее значение так и не удалось расшифровать до конца. Ученые предполагают, что линейное письмо Б содержит важную информацию о хозяйственной жизни и религиозных обрядах минойцев, однако пока ни одна интерпретация не была признана окончательной. Каждое новое открытие табличек добавляет новые вопросы, но до сих пор не существует ключа, который мог бы открыть эту тайну. Еще одним загадочным примером являются письмена Ронго-Ронго с острова Пасхи. Эти иероглифы, вырезанные на деревянных табличках, представляют собой уникальную форму записи, но их содержание остается неразгаданным. Исследователи пытались сопоставить символы с известными языками, однако все попытки были безуспешны. Многие теории связывают Ронго-Ронго с религиозными ритуалами и преданиями, но без четкого понимания языка остается много вопросов о культуре и верованиях жителей острова Пасхи. Не менее интригующим является черный камень из Месопотамии, на котором также обнаружены непонятные символы. Этот артефакт, датируемый 3-м тысячелетием до нашей эры, был найден в районе древнего города Ура. Его загадочные знаки до сих пор вызывают споры среди археологов, и ни одна из попыток расшифровать текст не привела к успеху. Некоторые считали, что это религиозные тексты, другие, что это записи торговых операций. Но без ключа к пониманию языка все версии остаются на уровне гипотез. В Ближнем Востоке археологи обнаружили загадочные таблички с иероглифами, относящимися к хеттской культуре. Эти таблички были найдены в развалинах древних городов и содержат тексты, которые до сих пор не поддаются расшифровке. Некоторые ученые полагают, что они могут содержать важные исторические сведения, однако, как и в случае с другими письменами, необходимы дополнительные исследования, чтобы раскрыть их содержание. В Китае существует таинственный артефакт, известный как 12 знаков. Это набор иероглифов, найденный в древнем захоронении, который до сих пор не удалось расшифровать. Исследователи предлагают различные версии, от китайских предков до неизвестной цивилизации, однако все они остаются лишь предположениями. Эти знаки могут содержать информацию о древних обрядах, но без расшифровки их значение остается закрытым. В Месопотамии также были найдены неразгаданные таблички с клинописью, которые, как полагают, могли сообщать о важных исторических событиях. Однако, несмотря на усилия ученых, многие из них остаются нечитабельными. Клинописные тексты содержат сложные символы, и расшифровка требует времени и терпения. Каждый из этих примеров демонстрирует, что много древних письмен не только не расшифрованы, но и оставляют множество вопросов о жизни и культуре тех цивилизаций, которые их создали. Эти таинственные записи продолжают интриговать и вызывать желание разгадать их секреты. Современные технологии, такие как компьютерная лингвистика и анализ данных, могут в будущем помочь в расшифровке этих древних письмен. Но пока мы лишь можем гадать о том, какую информацию они содержат и какие истории могут быть скрыты в этих символах. Новые открытия в этой области могут поднять занавес над тем, какой была жизнь людей, оставивших нам эти таинственные письмена. Следующее открытие может пролить свет на еще более глубинные тайны, которые ждут своего времени. Каждая великая цивилизация оставила после себя свои тайны и загадки, которые продолжают волновать умы исследователей. Например, египетская цивилизация, известная своими огромными пирамидами и гробницами, оставила множество вопросов. Археологи находят захоронения, наполненные ценностями, но с каждым новым открытием становится все менее понятно, как и почему египтяне достигли таких высот. Загадка появления и исчезновения династий, а также странные ритуалы, связанные с мумиями, продолжают интриговать. Перейдем к шумерам, одной из первых известных цивилизаций. Они оставили после себя множество клинописных табличек, но многие из них остаются нерасшифрованными. Шумеры создали развитую систему письма, известную как клинопись, и их достижения в математике и астрономии были впечатляющими. Однако причины их исчезновения в 3-м тысячелетии до нашей эры остаются загадкой, и каждая новая находка лишь подчеркивает сложность их культурного наследия. Не менее интригующей является цивилизация инков, которые построили свою империю в Андах. Их сложная сеть дорог, величественные крепости и загадочные руины, такие как Мачу-Пикчу, до сих пор вызывают восхищение. Инки создали систему орошения и сельского хозяйства, но исчезли в XVI веке. Вопрос о том, что стало причиной их падения, войны, болезни или экологические изменения, остается открытым. Каждый новый артефакт, найденный в их городах, добавляет новые элементы к этой запутанной истории. На острове Пасхи были обнаружены огромные статуи – моаи. Эти каменные изваяния весом до нескольких тонн были созданы местными жителями, но их назначение до сих пор остается предметом споров. Как они были передвинуты по острову и почему такая мощная культура оказалась на грани вымирания, когда ресурсы стали исчерпываться? Эти вопросы по-прежнему остаются без ответов. В Месопотамии археологи нашли следы хеттской культуры, которая оставила сложные тексты на табличках, написанных клинописью. Эти записи содержат важные сведения о войнах, экономике и культуре, но многие из них остаются нечитабельными.
Хетты создавали мощное государство, контролировавшее обширные территории, но к началу первого тысячелетия до нашей эры их цивилизация развалилась. Причины этого краха до сих пор неизвестны, и каждый новый артефакт оставляет больше вопросов, чем ответов. Недавно исследователи наткнулись на загадочные письмена, которые, по предположениям, могли принадлежать ранее неизвестным культурам. Эти артефакты, найденные в различных уголках мира, свидетельствуют о том, что многие древние народы могли обладать знаниями и технологиями, которые в настоящее время остаются загадкой. Кроме того, недавно обнаруженные древние карты показывают, что некоторые цивилизации были знакомы с более широкими географическими территориями, чем считалось ранее. Эти карты, найденные в Египте и Месопотамии, указывают на возможные торговые пути и связи между культурами, которые существовали задолго до известных исторических периодов. Каждая новая находка — это не просто артефакт, а возможность заглянуть в прошлое и понять, каким образом были устроены общества, которые населяли Землю. Но на этом пути все еще остаются множество вопросов и загадок, требующих тщательного изучения и интерпретации. С каждым новым открытием мы приближаемся к разгадке этих тайн, но по мере того, как мы проникаем в прошлое, новые загадки становятся все более сложными и многогранными. Каждая разгаданная тайна открывает новые горизонты, и мир древних цивилизаций продолжает интриговать, оставляя нас в ожидании новых открытий, которые могут изменить наше понимание о том, кем были наши предки и как они жили. Климатические изменения сыграли ключевую роль в судьбах многих древних цивилизаций, и их влияние на археологические находки не может быть недооценено. Например, в регионе Месопотамии, где некогда процветали шумеры и аккадцы, климатические изменения привели к изменению экосистемы. Во время так называемого первого климатического кризиса в третьем тысячелетии до нашей эры уровень осадков значительно уменьшился, что в свою очередь вызвало засуху. Это изменение повлияло на сельское хозяйство, что могло стать одной из причин исчезновения шумерской цивилизации. Находки в этом регионе показывают, что древние народы использовали сложные методы управления водными ресурсами, чтобы адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям. Археологи обнаружили остатки ирригационных систем, которые позволяли людям орошать свои поля и обеспечивать продовольствие. Тем не менее, когда климат продолжал меняться, эти системы перестали быть эффективными, и это могло привести к конфликтам за ресурсы, что усугубляло ситуацию. В Египте ситуация была аналогичной. Нил, который на протяжении тысячелетий обеспечивал жителей плодородными почвами и водой, также подвержен климатическим изменениям. Археологи нашли доказательства того, что в определенные моменты уровень воды в реке значительно понижался, что приводило к неурожаям и голоду. Исследования показывают, что египтяне разработали сложные методы предсказания разливов Нила, основанные на астрономических наблюдениях. Однако, когда изменения стали непредсказуемыми, это могло вызвать экономический коллапс и социальные волнения. Древние инки также испытывали последствия климатических изменений. Инка, обитающие в высокогорьях Анд, разработали систему орошения, чтобы адаптироваться к сложным климатическим условиям. Однако около 15 века, по мере изменения климата и резкого сокращения осадков, их система не смогла справиться с новыми условиями. Это, вероятно, способствовало падению империи инков, так как ресурсы начали истощаться. На острове Пасхи подобная ситуация также наблюдалась. Исследования показывают, что жители острова, известные как Рапануи, столкнулись с серьезными экологическими последствиями из-за чрезмерного использования ресурсов, таких как леса для строительства и транспортировки статуй Моаи. Когда леса были вырублены, это привело к эрозии почвы и ухудшению сельского хозяйства. Результатом стали засухи и нехватка пищи, что вызвало социальные конфликты и в конечном итоге резкое сокращение населения. В более широком масштабе глобальные климатические изменения также оказали влияние на миграции народов. Археологи находят свидетельства того, что из-за изменений в климате и экосистемах многие народы были вынуждены покидать свои земли в поисках лучших условий для жизни. Например, археологические раскопки показывают, что миграции народа Хунну в Центральной Азии были частично связаны с изменениями климата, что привело к перемещению целых культур и народов. Каждое новое открытие, связанное с влиянием климата на древние культуры, открывает еще больше вопросов о том, как наши предки адаптировались к условиям, которые часто менялись. Эти изменения оставили свой след в истории, формируя культуру, технологии и образ жизни людей. Исследования продолжаются, и климатические данные помогают археологам лучше понять, каким образом древние цивилизации справлялись с вызовами, которые ставил перед ними изменчивый климат. Вероятно, в будущем нас ждут еще более шокирующие находки, которые помогут восстановить полную картину взаимодействия человека и природы в прошлом. Невозможные загадки и неразгаданные тайны древних цивилизаций ждут своего раскрытия, и на горизонте археологии появляются новые находки, которые могут изменить наше представление о прошлом. Одним из таких удивительных открытий является таинственная гробница, найденная в Центральной Америке. Это захоронение, предположительно, принадлежало высокопоставленному аристократу майя и содержит артефакты, которые ставят под сомнение существующие знания о культуре и технологиях этого народа.
Внутри гробницы были найдены необычные предметы, такие как украшения из металлов, которые не встречаются в регионе, а также остатки древних растений, которые не произрастают в современных условиях. В Ближнем Востоке археологи наткнулись на древний город, исчезнувший из исторических хроник. Это место, вероятно, было центром торговли между различными культурами. Найденные артефакты, включая керамику и инструменты, демонстрируют уровень развития, которого не ожидали увидеть в этом регионе в тот период. Исследования показывают, что этот город, вероятно, был заброшен в результате природной катастрофы, и его исчезновение стало одной из многих тайн, которые оставила история. Не менее интригующий артефакт был найден в Иране. Загадочный золотой диск, украшенный непонятными символами. Исследования показали, что диск может иметь ритуальное значение, но его точное предназначение остается неясным. Ученые предполагают, что он мог быть связан с астрономическими наблюдениями, однако ни одна гипотеза не была окончательно подтверждена. На другом конце света, на территории Новой Зеландии, археологи обнаружили останки древней рыбацкой деревни. Здесь были найдены орудия труда и остатки пищи, что свидетельствует о том, что местные жители использовали методы рыболовства, которые были неведомы в других регионах. Эти находки подчеркивают богатство и разнообразие культуры коренных народов, которые оставили свой след в истории. В Африке, в районе Нила, археологи продолжают находить следы одной из самых загадочных цивилизаций – древних нубийцев. Недавние раскопки показали, что они строили сложные сооружения, которые не уступали египетским пирамидам. Открытия в этой области ставят под сомнение многие устоявшиеся представления о пределах силы и влияния древних культур. Также в Индии была обнаружена древняя записка, которая, как предполагается, содержит рецепты лекарств и медицинские практики, которые использовались в древности. Этот текст может открыть новые горизонты в понимании медицины и здоровья тех времен. Ученые работают над переводом и интерпретацией этих древних знаний, ожидая, что это поможет лучше понять, как древние люди подходили к вопросам здоровья и лечения. В Греции археологи нашли новые артефакты, относящиеся к минойской культуре, среди которых уникальные сосуды и фрески. Эти находки предоставляют ценную информацию о повседневной жизни минойцев, их искусстве и ритуалах. Каждое новое открытие добавляет кусочек к общей картине, но вопросы о том, почему эта культура исчезла, по-прежнему остаются. Таким образом, каждая новая находка – это не просто артефакт, а возможность заглянуть в мир, который был полон тайн и загадок. Исследователи продолжают свою работу, и новые открытия могут не только удивить, но и изменить наше понимание истории. С каждым шагом вглубь прошлого мы приближаемся к разгадке этих древних тайн, но впереди ждут еще более захватывающие открытия, которые могут перевернуть все наши представления о том, кто были наши предки и как они жили.